Привет, армия. Почему Чингук вдруг публично высказывает свое мнение о ситуации Тэхёна в Париже? Почему всемирный айдол, всегда очень осторожный в своих публичных высказываниях, теперь говорит другим тоном, более эмоциональным, более напористым, почти даже гневным? Что именно случилось с Ким Тэхёном, что вынудило Чон Чингука вмешаться? И почему этот инцидент заставил поклонников BTS и международные СМИ начать подвергать сомнению официальную версию событий с разных сторон? Эти вопросы теперь звучат не только среди поклонников К-поп, но и на международных форумах, посвященных поп-культуре, после шокирующего заявления Чингука в эксклюзивном интервью, вышедшем в эфир в минувшие выходные. В менее чем 15-минутном интервью Чингук не только рассказал о своей сольной деятельности, но и серьезно прокомментировал неподобающее обращение, с которым Тэхён столкнулся во время посещения нескольких мероприятий в Париже некоторое время назад. Неудивительно, что это заявление сразу привлекло внимание. Тэхён, более известный под своим сценическим псевдонимом Ви, сегодня является одним из самых популярных лиц в мировой индустрии развлечений. Его присутствие на престижном модном мероприятии, таком как Неделя моды в Париже, не новость. Однако, в отличие от его предыдущих появлений, которые получили положительный отклик, на этот раз публика почувствовала что-то странное. Отсутствие Тэхёна на нескольких сессиях, его холодное выражение лица, запечатленное на камеру, и сбой в общении между ним и несколькими организаторами – все это вызвало серьезные вопросы. Большинство СМИ поначалу списали это на технические проблемы или простую усталость, однако фанаты BTS, известные своим дотошным чтением выражения лица и языка тела своих кумиров, уловили другие сигналы. Это особенно заметно, когда появились короткие видеоролики, демонстрирующие моменты, где Тэхён выглядит неловко, словно хочет дистанцироваться от внимания, или даже чувствует себя некомфортно из-за сложившейся ситуации. Начали возникать догадки, что это было. Что заставило Чингука наконец высказаться? Заявление Чингука на этот раз было значимым не только тем, что он заговорил, но потому, что он говорил необычным тоном. Он назвал произошедшее с Тэхёном чем-то, чего никогда не должно было случиться, особенно с тем, кто внес столь значительный вклад в формирование корейской культуры на мировой сцене. Чингук, не вдаваясь в подробности, также намекнул на то, что уважение не было проявлено должным образом. Это не пустая фраза. В южнокорейском мире развлечений, особенно в глобальном масштабе, как у BTS, каждое публичное заявление подвергается строгой проверке. Поэтому, когда такой участник, как Чингук, открыто выражает свои эмоции и критику, это сигнал о проблеме, которую больше нельзя замалчивать. Несколько источников, близких к европейским модным агентствам и индустрии моды, начали высказываться неофициально. Анонимный источник из крупного парижского модного журнала заявил, что между местным руководством и организаторами одного конкретного мероприятия нарастает напряженность. Предположительно, для Тэхёна не были обеспечены адекватные протоколы безопасности, в отличие от обращения с другими зарубежными знаменитостями на том же мероприятии. В расписании и рассадке гостей произошли внезапные изменения, и, похоже, некоторые делегаты из Кореи почувствовали себя некомфортно, сказал он. Проблема обострилась, когда зарубежные пользователи сети начали изучать видеозаписи и документы с разных ракурсов. На одном из вирусных видео Тэхён гуляет один без сопровождения охраны за пределами площадки, в то время как других гостей сопровождают сотрудники правоохранительных органов. Несмотря на кажущееся спокойствие, выражение лица Тэхёна на видео выдавало нескрываемое напряжение. Многие фанаты назвали его слишком тихим для Тэхёна, который обычно харизматичен и выразителен перед камерой. Еще более удивительным стало предположение, что организаторы в последнюю минуту изменили несколько ключевых решений, включая порядок рассадки и порядок на красной дорожке. Несколько корейских модных инфлюенсеров, посетивших то же мероприятие, заявили, что вмешательство со стороны определенных лиц вызвало хаос в рассадке. Тэхён должен был сидеть в первом ряду вместе с другими мировыми послами, сообщил один источник, но его внезапно и без предупреждения пересадили на другую сторону. Молчание HYBE, агентства BTS, также вызвало вопросы. В обычных обстоятельствах HYBE известна своей отзывчивостью решения вопросов, касающихся честности своих артистов. Однако в данном случае, спустя более недели после инцидента, официального заявления с объяснением ситуации так и не последовало. Спекуляции пошли в гору.
Некоторые обвиняли HYBE в сокрытии информации ради поддержания коммерческих связей с организаторами недели моды. По мере нарастания общественного давления последовал ответ не от агентства, а от самого Чингука. Его заявление в интервью не только раскрыло ранее скрытую правду, но и стало жестом солидарности с Тэхёном, который известен своими личными переживаниями в публичной сфере. «Мы братья, а не просто коллеги. Если кто-то относится к кому-то из нас плохо, это проблема для всех нас», сказал Чингук в интервью, которое теперь переведено более чем на 20 языков и распространено мировыми СМИ. Примечательно, что начала появляться и реакция со стороны модной индустрии. Несколько брендов, ранее опубликовавших фотографии и документацию с мероприятия, начали удалять некоторые посты с Тэхёном. Это породило новые предположения о возможном давлении со стороны определенных сторон с целью смягчить присутствие Тэхёна в официальных документах. Тот факт, что фотографии были удалены без объяснения причин, только ухудшил общественное восприятие. Внутри группы ARMY начали исследовать возможность саботажа или более глубокого конфликта интересов. Есть подозрение, что за кулисами происходит своего рода конкуренция между агентствами или люксовыми брендами, и Тэхён стал жертвой этой молчаливой войны. «Все это не может быть совпадением», написал один из фанатов на одной из платформ. От измененного расписания, перестановки мест и до недостаточной безопасности, все это слишком систематично, чтобы считаться технической ошибкой. Стоит также отметить, что сам Чингук не присутствовал на неделе моды в Париже в этом году, однако он внимательно следил за развитием событий и знал достаточно подробностей, чтобы делать резкие комментарии. Это говорит о том, что имевшаяся у него информация была не просто его личным мнением, она стала результатом внутренних обсуждений между участниками группы. BTS не в первый раз проявляют подобную солидарность, но на этот раз контекст иной, более международный, более политический и более высокие ставки. Эта ситуация также вызвала более широкую дискуссию о том, как азиатские артисты, даже на пике своей популярности, по-прежнему сталкиваются с различными формами неравного обращения на мировой сцене. Многие утверждают, если к такой известной фигуре, как Тэхён, можно относиться так неразборчиво, то что уж говорить о других азиатских артистах, не столь влиятельных. Некоторые аналитики поп-культуры называют это событие поворотным моментом в истории глобализации корейской индустрии развлечений. С одной стороны, присутствие звезд К-поп на международных мероприятиях переопределило стандарты популярности и влияния. С другой стороны, это мероприятие продемонстрировало, что принятие азиатских артистов по-прежнему сталкивается с невидимыми барьерами, возникающими в виде бюрократии, скрытой дискриминации и политики индустрии. Сейчас, когда внимание СМИ усиливается, давление на организаторов с требованием предоставить прозрачные объяснения еще больше. Некоторые правозащитные организации даже предложили провести независимые расследования этих событий, чтобы подчеркнуть аспекты защиты прав артистов на международных мероприятиях. Если не подойти к этому делу с должной осторожностью, оно может создать плохой прецедент, повлиявший на репутацию европейской модной индустрии как посредника в межкультурном сотрудничестве. Но на фоне всех домыслов и общественного возмущения ясно одно: смелость Чингука высказаться изменила ситуацию. То, что поначалу казалось технической ошибкой, теперь стало вопросом честности и справедливости. Во все более взаимосвязанном мире голос одного человека может потрясти систему, особенно если этим человеком оказывается Чон Чингук. Сюрпризы все еще возможны, но один вопрос остается открытым: не является ли это лишь началом раскрытия чего-то большего, скрывающегося за кажущимся идеальным миром гламура? Если этот инцидент что-то и доказал, так это то, что всемирная известность не всегда гарантирует справедливое обращение.